Салам, пацаны, с вами Стас Дагестанцев, и сегодня я хочу вам рассказать, как записать звук с 3,5 мм порта одного устройства на 3,5 мм порт другого. Зачем это может пригодиться? Например, есть у вас некое устройство. Оно играет звук по-особенному. Вам это нравится, и вы хотите воспроизвести это на другом девайсе. Но вот незадача. Оно не эмулируется. Или эмулируется абсолютно не так, как вам понравилось. В общем, вам нужен, так сказать, оригинал звучания. Но знаете ли, записать просто звук с динамика или наушника не вариант. Есть внешние шумы, и с каким бы то ни было микрофоном вряд ли насладишься басами и другими тонкими деталями. Решение напрямую записывать звук с источника. Как, вы спросите? На этом старом клоне древней игровой приставки точно нету инструментов записи не только экрана, но и звука. А надо записывать звук с того места, откуда он передается без сжатия или искажения, динамиком или окружением. То есть с порта для наушников. А чтоб не приходилось париться о том, куда записывать, и не приходилось беспокоиться о всяких разных звуковых карточках, специфических разъемах, профессиональных аудиостудиях, надо использовать такой разъем, который будет распространен везде и который легко можно использовать в качестве устройства для вывода звука и ввода звука. То есть такой разъем, который может работать и в качестве микрофона, и в качестве наушников, который может работать в качестве гарнитуры. Мной, как вы могли понять, был выбран в качестве такого разъема 3,5 мм джек. Аналоговый разъем, который стоит лишь воткнуть чуть выше, и можно воткнуть наушники, вывод звука, в качестве ввода звука на другом девайсе. Наконец-то реквизит, используемый нами для записи звука. То, с чего мы записываем звук, источник звука, который нас интересует. То, чем мы записываем звук. С моим методом важно, чтобы оно умело распознавать гарнитуру через порт 3,5 мм. Иначе мой метод просто не сработает. И самый важный, и при этом наиболее дешевый, он даже 500, наверное, не стоит элемент. Кабель с 3,5 мм на 3,5 мм. Инструкция. Шаг номер 1. Воткните разъем в устройство, на которое вы собираетесь записывать звук. В случае, например, с моим телефоном Nokia, смартфоном на базе операционной системы Symbian 9.3, важно, чтобы этот шаг был первый, иначе с большинством устройств придется сначала недовставлять разъем, потом выбирать профиль устройства и потом втыкать правильно. Глубина втыкания зависит от распиновки 3,5 мм порта внутри вашего устройства. Если используется старая распиновка, как, например, на моей Nokia, то втыкать надо на 3/4. А если стоит новая распиновка, как, например, на моем Philips, то втыкать надо только наполовину. Не забудьте при подключении провода выбрать тот вариант записи, который будет записывать звук не с микрофона, но с 3,5 мм разъема. На Nokia, например, такой вариант называется мини-гарнитура, а на Philips такая настройка зовется шумоподавление. Собственно, шаг номер 2. Втыкаем провод в девайс, откуда мы записываем звук. Втыкаем мы полностью, стесняться не надо. Правый и левый канал должны быть у себя на местах, а не выше или ниже, как в случае с записывающим устройством. И шаг номер 3. Записываем. Помните, что в зависимости от ваших устройств, проводов, шумов может быть больше или меньше, но на этапе записи от них нельзя избавиться полностью. Вот и все. Спасибо за внимание. Всем удачи и всем до свидос.